Доброе афганское утро, дорогие подписчики Дениса. Ну все, хватит. Присоединяюсь к приветствию. И вот Каусу предлагаю интересную вещь. У меня есть знакомый, он занимается такими оккультными науками. Черное, белое, всевозможные магии. И жизнь человека — это флешка, которую можно подчистить, подкорректировать, добавить какие-то пункты, удалить. В общем, механика обычно. Каус. Да. На твоей флешке все нормально? И вообще великолепно. Не хочешь почистить? Не-не-не, все хорошо, спасибо. Может, все скинем до заводских настроек? Да нет, тогда уже будет очень плохо. Не, все, не хочу. Я очень признателен человеку, который этим занимается. Что-то ты меня как-то напугала даже. Утро начинается с дошика. Дошик Chicken Flour. Это местные. Вот так выглядит? Да. Или иранские какие-то? Сейчас я тебе скажу точно. Это арабский. В общем, с арабского дошика. Кто пробовал индийские дошираки, он скажет, что они такие же. Ну, прям такое. Ну, как-то по-другому делать. Ну, тесно, все нормально. А еще я заболел. А из-за чего, как думаешь? Ну, я думаю, из-за того, что... Холодные энергетики. Холодные энергетики и плюс еще очень чистый воздух. Ну, воздух, ладно, не будем. Энергетики, плюс, наверное, то, что вот тут искупался вечером. У меня, знаешь, от жирного бывает такое тоже, что горло болит. Тебе это не грозит? Да. В общем, вот так. Приятно. Спасибо. Мы выходим из отеля, и вот сейчас хочу показать вам подробно. Оттуда вход, отсюда выход. На входе стоит металлоискатель, всякая фигня, сканеры. И на что сделаем акцент? Все стекла, двери бронированы. То есть это бронь. Очередь АК выдерживает она. Для чего это было сделано так? Можешь прикрыть чуть-чуть дверь сюда? Это было сделано еще тогда, во избежание всяких взрывов, нападений и всего остального, что могло... Или могли туристы украсть, прийти стрелять, да, начать? Да, без проблем. Ну, я же тебе рассказал, что эта тема была актуальная, людей забирали, просили выкуп. Поэтому во избежание проблем, они это сделали, и тут написано не снимать. Так что поехали. Поехали. Вот так выглядит машина Кауса. Любимая Toyota. Toyota Corolla. Ну, как обычно, с утра майор Пейн. Сейчас пацан. В наглую стучат, да? Я не понял, что он хочет. Типа, ты должен помыть? Я вообще не понял, что он хотел. Честно. Что-то, издали мне показывать. Пацан подошел и говорит, вы стояли здесь, я же за ней присматривал. Каус ему говорит, мы же тебя не просили за ней присматривать. То есть всевозможными путями пытаются выкружить какой-то минимум денег. С любой услуги. Даже в которой ты не нуждаешься. Что мы? Кофе? Кофе Якобс аромат? Или едем в город? Ну, ты как хочешь, кофе Я хочешь? вообще не хочу, уже 11:53. Я уже бодр и свеж, а ты? Я тоже. Ну все. Тогда едем в город, старый, снимать. Их самых. Вот этих вот, которые без номеров. Не-не-не, вы же сказали. Других? Да, рабочий класс. Погода очень обманчивая. Наверное, поэтому я и заболел. Вроде вот днем жарко, ты расстегиваешься. В тень зашел, прохладный воздух. Будьте бдительны с погодой. Он нас чуть не задавил. Лихач. Вот здесь вот двухсторонняя, все там правильно. Односторонняя, потом двухсторонняя и односторонняя. Все правильно, да. Наши свои правила. Что они там морковку чистят?
Угу. И нарезают для плова. Готовый, да? Да, это халал называется. Халяль? Халал. Дяденька в черном. Только после проезда блокпоста увидел столб, на котором черные пакетики сначала показались. Но это тонировка. То есть, если машина тонированная, они просто отрывают и приклеивают к этому столбу. Вообще никому нельзя быть тонированным? Кроме правительственных машин, больше никому нельзя быть. А если ты высокий там военачальник? Ну вот это же... Все, это же правительство. Понятно. А таковых около 180 тысяч. Или не всем? Рядовым не всем, не разрешат? Рядовым не разрешено. Только высокопоставленным. Ты мальчику не дал? Ну, да, давай, потому что он-то поработал. Ну, беги, бачок, шоколад. Вот этому дай. Тоже сейчас идут. Сейчас, подожди, туда, чтобы... Сейчас еще бежит девочка. Она бежит по пробке. Вот с этой стороны обойди. Не, с этой. Бейдеров, доктор. С этой. Мне неудобно здесь. Просто боюсь, они могут дернуть. Доктор, окна. Там уже опять кто-то подошел. Что говорит? Не знаю. Чья зачем? А? Почем флаг, спроси у него. Байрак чора надо, дидару пахбар дадам. Мега байрак чора надо, дидару пахбар дадам. Байрак мега чора надо, ди. Он не понимает твой язык? Вообще, он какой-то переводач, что мне говорит. А ну, поговори с ним на русском, я посмотрю. Поговори с ним на русском, я посмотрю. Смотри. Да их утро дадам, бачай. На, почем он, скажи? Все. Чандас? Чандас? 20 афган. Ну, десятку ему дай нормально. Короче, Yes. Yes, of course. Thank you. Что он говорит? Говорит, дай мне еще десятку. На. Да это конца края не будет. Да. Говорит, ну ты ему давай, мне дай десятку. Ну все, больше не дадим. Два хайр больше. Вся жизнь протекает вдоль реки. В такое место мы и приехали. Первая точка, это где делают покрышки. Сейчас к нам подошли ребята и сказали удалить видео, потому что попала в кадр мечеть. А вон там, что они нарезают? Которые взрывали уже 3 раза подряд, поэтому там есть добро от самого верхнего. Запрет съемки. Здесь какие-то детали для машин делают? Да? Они делают. В общем, какие-то резиновые прокладки, втулки. Все, что можно сделать из покрышки. Как называется? Джигар? Чабликабоб, джигар и шош. Шош. Ну и прямо через точку тоже чабли-кабоб и картошка. Здесь свежак, правда. Все самое свежее. И вот пацан масло какое-то достает. Масло, да. Смотри, как будет заливать. Это пальмовое, да, похоже? Спрашивают, как будет. А друзья? Yes. Здравствуйте, здрасте. Ряды с кузнецами. Не будем на этом акцентировать внимание, вы все это сами знаете. Так выглядит улица Старого Кабула. Ты говоришь, вверх нельзя снимать, а что наверху там есть? Ну, то есть могут быть женщины, там, если попадут в кадр, могут быть проблемы. Каус сказал, разворачиваемся и подходим под камеру. Для чего? Подождали, пока вот эти двое пройдут. Да, они как-то это странно шли. По рогам. Не, ножом потребуем. За телефон. За телефон, за 2, за пауэрбанк еще.
Много всего. Все из глины. Мы решили выйти отсюда, потому что чем дальше идешь, тем больше открытых дверей. Соответственно, значит, люди явно не ждут там никого, могут быть проблемы. Лучше уйти. Дровокоска. И вот так вот ее делают. Этот пацан мельчит уголь. Он в каком-то канале, да? Яма какая-то. Угу. Видишь, с той стороны отбивочная машина, она нагоняет. Ага, ну да, вижу. Как вам такие стульчики с покрышек полностью? Она мягкая, это жесткая. Присаживайся, давайте. Присядь, я со стороны сниму как-то. Слушай, ну, уверенно. Молодцы. Знаешь, что самое страшное? Что они пачкать будут одежду или не будут? Ну, я думаю, смотри. Ну, ты нет. Они, думаю, помыли. В белом, наверное, не сядешь сюда. В белом не сядешь. Ну, а здесь начинается веселье. Это оптовка. Все на тележках в большом количестве. Что там переведи? Что он говорит? Вот здесь. Вчера баты. Килограмм 50. А. Говорит, горошек килограмм 50. У всех микрофоны кричат, причем. У каждого свой перекрикивает. То есть у кого громче, да? Вот и красавчик. Вот это, камни. Камни это талхон, он делается из тутовника перемолотого, высушенного. Чай очень залетает. Вот из этого тутовника. Вот это превращается вот это. Да. Возьми рюкзак лучше. Огурцы 40 афгани килограмм. А помидоры? Килограмм 30, кило 250, 50. Стой, килограмм 30? Как понять, не понял. За килограмм 30 просят. Ага. За кило 250 просят 50. А, все, я понял. Цены вообще копеечные, на самом деле. Очень дешево. Как называется эта рыба? Рыба называется пари. Пари-мач? Обычная. Рыба пари. А это на кефальку похоже. Карпы. Ряды самой большой рыбы. Ну, это какой-то толстолоб, что ли. Нет, чешуя крупная. Как называется эта рыба? Нома зимой честно. Дамра. А? Дамра. 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 Камра, дамра, то есть все так похоже. Свои названия, и все они потрошенные, смотрите. Рыбу сразу потрошат. Что он говорит? Кто? Вот тот или Да, этот? вон тот. Вон тот. Он просто рекламирует свою рыбу, типа, подходи, налетай, торопись, покупай. Сазанчик. Решили отведать чаю афганского. Ну, место не все сюда пойдут, но мы отведаем, мы не брезгуем. Пока Каус пытается воду взять, мы смотрим, как чистят рыбу. Сейчас, говорит, подожди, будет. Речка вонючка. Шел 19 час, мы чай попробуем, нет? А что там? Ну-ка, стой. А, это они помечены, чтобы не воровали друг у друга. Ранга-банга. Реально, здесь можно на 3 копейки жить. Вот если приходить сюда затариваться. Но я точно знаю, что Каус сюда не приходит, не затаривается. Типа стрёмно, да?
Да, ну и тоже соленая, блядь. Я обходил, я любитель таких рынков. Да ладно, нет. Серьезно? Я вообще не побрезгу никогда. Я пойду сюда 3 копейки сэкономить для семьи. Это разве плохо? Я уже знаю, как ты экономишь, спасибо. Не, ну... Ты просто экономный человек. Сама экономия. Сама экономия. Слушай, почему столько много овощей, и мы столько мало их едим? Я не могу понять. Потому что мы едим, как, смотри, в Афганистане, если не жирно, не жарено, не круто, то есть ты не уважаешь гостя. Смотри, вот из того, что я сейчас вижу, я тебе такую овощную рагу приготовлю. Ты плакать будешь Так я же говорю, от счастья. Они нет, они такое не любят. Они что-то же помесистее, очень много овощей. Как чай вообще? Вкусня... Чай как чай. Хороший, да? Это, смотри, они, я так понимаю, для рабочих все делают. Да. Ну, для продавцов. Да, работают. То есть приходишь там, даешь какую-то энную сумму и забираешь этот чайник. Да. Может быть, даже там... Как его зовут? День патриота. Вот этого в красной рубашке пацана. Его зовут Аллах Худаи. Аллах Худаи? Да. По-моему, это его кличка, они смеются. Сколько стоит чайник вот один? А меня термозак ты можешь что заставить? 10 афганов. 10 вообще копейки. Вот еще конфеты тебе дают. Ташакур, Аджисай. Спасибо, Ташакур. Можно вот эту кислую? Попробуй ее первой. Нет. Я в карман просто положу их. Нет, ты, значит, не уважаешь. Ты не уважаешь подарки. Я не могу, мне нельзя. Мне можно. И все, бери. Задал вопрос, откуда берут воду. Откуда? Задай ему вопрос. Из речки? Он переобулся. В общем, он сказал, из речки. Отфильтровывают и сразу вот сюда. Ну, в принципе, она термообработку пошла. Все нормально. Ничего страшного. Умирать так вместе, а что ли? Слушай, ну вот этот в красном, он юморной парень, да, такой? У него с головой какой-то, блядь, звик. Ты же на металлисте, да? Нет, я сказал, у него с головой какой-то звик. Смотри, когда он говорит, откуда он говорит из России, но у него нет богатых родственников. Блин, его нет смысла брать. Переведи ему. Не, это он не такой человек, чтобы... Не, просто отшутись, он не поймет. Он вообще не понимает. Он и не тот человек, чтобы в плен тебя брать. Здесь очень интересная мера измерения. То есть, вот баклажан спрашиваешь, как? Чорак. Кило 750. Баклажанов свежих, мощные, красивые, четкие. Стоят 50 афгани. Пускай 40, 45 рублей. 40 афгани, 45 рублей. Представляете? Почти 2 килограмма. Еда вообще должна копейки стоить у вас, по идее, уличная. Нет, уличная, что ты видишь, тоже все это жареное, бареное и все такое, понимаешь? Вот это никто не готовит для улицы. Все для дома, для семьи. Мы отсюда потихонечку убегаем. Он его наказывает прутом. Так, рыбные ряды мы покидаем. Нам туда. Почем апельсин стоит? Тоже червяками продаются? Нет, это на оранж вот тот, который я тебе говорил. И не апельсин, и не лимон. Да. Почем они? Чандиас на оранж. За штуку 5 афгани. Но это недорого. Да. Просто сказочные апельсины. Вот так они выглядят в разрезе. И они очень вкусные. Это вкуснее, чем обычный апельсин. Это ароматнее, чем обычный апельсин. Так, в общем, кило 750 стоит 150. Нам нужно... Мы попросили на 100. Ну, просто его некуда девать. Торгуются. Я сейчас проходил мимо огурцов, мимо помидор и яиц. И у меня мысль была такая, закралась. Сейчас бы яиц с помидорами пожарить. Вот столько всего, и реально это не готовится. Он его уговорил. 2 килограмма за 160 афгани. Все, надо было просто ему по математике помочь. 1000 раз я к ней подходил, и 2000 раз подойду. Очень выглядит прикольно, когда ее смочат, она такая сочная. И еще раз повторюсь, джусы из нее просто бомбические.
А это, я так понимаю, продают пшеницу, что ли, Что пророчь? это? Как это называется? Нет, это гандана. Гандана? Я не знаю, что это. Ну, но пшеница. его добавляют в булони. Это пшеница? Слушай, он меня обливает со стороны. Да. Пойдем-ка отсюда. По добру, по здорову. Ответ на вопрос. Я сначала думал, что чистят для плова, оказывается нет, это чисто для джуса, для сока. Здесь почистили. И вот так вот дяденька сразу, салам алейкум, делает джус. Ну, может, выпьем стаканчик? Он не холодный он? Яхнет. Не, хуба. Почем? Чандес? Да, вариант делал. 10 афганец. Давай выпьем. Давай, По стакану. Представь, что говорит. А он чуть-чуть яблок добавит нам? Я камы с вам даю что-то. Он микс сделал, Он говорит, микс вам сделать или обычно искал. А, микс. Вот как раз в том корыте плавает морковь. Мне жена всегда говорит: Денис, больше моркови. Для глаз. Чтобы ты видел меня хорошо. Ну, смотри, если такой сок подадут где-то в топовом ресторане, ты скажешь: вау, реально, морковка, яблоко прям вообще. Если убрать все моменты от того, где чистят и как моют, это просто шедевр. Стрит-джус. Романтика. А вот и мой. Великолепный. Продавец сока, конечно, с юмором. Попросили сделать чеснок, зеленый лук и картошка сок. Он так серьезно посмотрел и говорит: не проблема, сейчас сделаем. Хорошо, не заставили его пить этот сок. А есть fish juice. Az moi nem is, Че он говорит, откуда ты этого дурака привел? Мне говорит, вы вообще шутите. Типа... Говорит, только фрукты. С любого фрукта я тебе могу сделать джус, но не с рыбы. Значит, сегодня без рыбного сока. Ну все, мы живем зря. Время обедать. Естественно, это плов. Соседи по Афгану здесь делают плов, поэтому мы сюда. Туркмены готовят здесь плов. Будем есть кабули плов. Ты мне заказал плов, а себе что? Шашлык. Шашлыки. Вот так вот. Дастархан выглядит. Просто рулон газеты или я не знаю, что это какая-то. Салатики вот такие. Ткань. Салатики, да. И все, вот она раскручивается, потом протирается, я не знаю, как это выглядит. В конце. Столов нету, просто вот такие. Как это называется по-вашему? Место, где мы сидим сейчас? Софа, это называется софа. Соф. Софа. Софа. Возмущался. Мы, типа, не в лакшери место пришли. Ребята, видно, подслушали и принесли нам другой салат. Этот уже с огурчиками. Упакован красиво. Он себе заказал вот такие вот кебабчики. Это говядина, баранина? Говядина. Говядина. Приятного тебе аппетита. И вот тебе тоже, вот и пришел твое. Курбан чи, лала. Чиз. Чиз, миз. Кабули пилав. Когда используешь тутовник, делаешь это вот так. Просто замариновываешь заново его в этом. Все. Приятного аппетита. Денис, дорогой, бери. I have it.
слили ложки. Тут все руками делают. Я видел, как есть так, вот так вот. Я не видел, конечно. Что он говорит? Не знаю, приятного аппетита. Спасибо. Вот самый вкусный вещь принесли, смотри. Любья. I love Афганистан. После вкусного обеда нужно и покататься. Встали мы здесь, только что тележку сбила машина. Здесь это нормальное явление. Поцарапал ты, не поцарапал. Вот этого, да? Вот, разбираюсь. Собираю. Люди сильно не обижаются здесь на это. Ну ты посмотри. Если в твой новый крузак телега въехала. Или орать будет? Не, с крузаком вот с такие машины вообще ничего не скажешь. Скажут, едь, давай уже. Но крузак может и рассказать что-то. В основном люди, я же тебе рассказывал, вообще не парятся по этому поводу. Ударил каждого своего СТОшника и едут. Решают мирно все, без всего такого. Поэтому приезжайте в Афганистан на своей машине. Приехали отремонтировать машину. Вот так вот выглядят местные автосервисы, небольшие. Все ремонтируется возле дороги. Так как нам ехать завтра далеко, поэтому в дорогу решили подремонтироваться чуток. На Toyota есть абсолютно все. На любую. Тем более на старые модели. У нас вот такая вот штука навернулась. Подшипник. Вот он будет. И как его зовут? Асип. Асип. Асип мастер. Лучший мастер вот в Афганистане. Давай. Все. Смотри, Асип, что делаешь? Смотри, у меня понимает. Асип, значит, вот bring меня, ты понял? Потом что? Донаки и все остальное, да? Красава все было. Донаки. Вот на этой фото изображен мужичок, которого часто в Инстаграме показывают. Это кто он? Мулла Якуб Муджаид. Замминистра обороны? Ну да, сейчас является замминистра обороны. Мы двигаемся. Серьезный человек, да. Серьезнее тебя? Да, конечно. Время 4 часа. На весь отель молитву. Машину сделали. Прошло 3 часа. Времени на улице темно. Света мало. У всех генераторы. Идет торг. Сколько отдать денег? Меньше или больше? Вот эту Toyota 2007 года купили за 4700 баксов. Хозяин вот этого сервиса, который нам делал машину. Здесь Toyota щелкают как мухи. Запчастей полно. Все заезжает из Пакистана. Оригинал и не оригинал. Чи? Может, басу будет мигрировать. Тебя, смотри, перевести могут мои подписчики. Да, я же говорю, он, снимает доказательства, чтобы ты меня не отдурил. Да. Давай, Доказательства. Тут целая куча делов была сделана. Сейчас увидите цену. Всю машину даже на 100 баксов. Плюс 550, 4000. Ты почти угадал. Пол машины за 4000? Что он сделал за эти деньги? Вот, как это называется? Подшипник. Подшипники на 2 колесах. Это с материалом вместе все? Да, это с материалом вместе. Ага, подшипники на 2 колесах? На 2 колесах. Потом, лейдеров на шамбете. Японские этим не кинул.
Колодки. Колодки. Передние. Да. Этот на две стороны 1000. Понял? Ага. На две стороны 1000. Потом он почистил там, короче, весь инжектор почистил, свечи. И все остальное, все, что под капотом почистил. С этим И масло поменял. Масло поменял, да, тоже 800 с Так, фильтром вместе. печку. Печку починил. То есть все это выходит. Ты сейчас угораешь? Да, 4000. Они еще дальний свет, они сказали, дальний свет там надо было это, мы его про него забыли. Придешь там, сделаем, за 100 Афгане делаем 250. В общем, вы слышали перечень работ за 4000 Афгане. Нет, было 3450 материала, 550 я им даю за работу, и они рады и счастливы. Вот Он это сам всё сказал, работа. они меньше берут, 400 берут, 300, да? Я ему сказал, ну что, 550 нормально. Здесь выгодно. У нас ты никогда за эти деньги не отремонтируешь. Никогда. Вот прям на 4 умножь на твою Toyota. Серьезно? Конечно. Вот, пожалуйста. Все, покидаем. Пинаты. Рожь. Рожь будешь? Рожь, она же пшеница. У нас очередной ужин, но мы не так много едим, как вы думаете. Мы очень много двигаемся, очень много собираем материала, короче, и поэтому вам может показаться, что мы много едим. Но это не так. Или так, Денис? Не так. Салат афганский, соус афганский, скатерть. И сейчас принесут лепешки и рожь. Как ты в тему смотри, лепешки подкатили. А шоколада? Горячий? Як рожь. Одна рожь. Денис, ты не поверишь. Это все тебе. И знаешь почему? Я никогда в жизни еще не ел рожь. Как понять? Я серьезно. Ты не ел ее? Вообще не ел. Удивлен? Да. Друзья, ну а теперь поговорим о серьезном. Часто задаваемый вопрос. Денис, не страшно ли тебе с этими ребятами? Ребята под названием Талибан. Мы их сокращенно называем Люди Т. Ну, первое. Кто такие талибы? Это как у нас в России расшифровывается. Ультраправая радикальная исламская группировка является террористической. Признана у нас вот именно террористической. Здесь это на данный момент официальная власть, которая пришла в августе 2021 года путем заключения договора в Дохе, в Катаре с американцами. Все, теперь они здесь официально управляют страной. Любой из туристов, кто покупает путевку сюда, делает визу, 100% будет интересоваться Афганистаном по чужим роликам. Таковых, увы, очень мало. И я точно так же, как и вы, смотрел блоги других блогеров под страшную траурную музыку. Все это страшно, и думаешь, а может быть не ехать. Но на самом деле не так страшен черт, как его малюют. С приходом людей Т основные пункты, которые поменялись. Первое, это девочки до 6 лет учатся в школе. После 6 они не учатся. В институтах девушки не учатся, в школе не учатся. Сейчас разрабатывается программа совместно с Пакистаном. Пытаются внедрить пакистанскую систему образования онлайн. Будет обучение. То есть необразованными девушек не оставят. Просто на это нужно время. Второй момент. Продажа алкоголя запрещена. Его просто невозможно найти сейчас. Раньше было это можно было найти, если ты иностранец, показываешь документы, специальное заведение. Но, естественно, там помимо иностранцев и местные пользовались этой услугой. Сейчас такого нет. Раньше вполне возможно было попасть в какую-то передрягу. Или вас, например, если вы богатые, взяли в плен, похитили и требуют выкуп. Сейчас таких моментов нету. Хотя вот недавно мы ехали с таксистом, он рассказывал, но эту ситуацию быстро решили, просто переубивали там 3 или 4 человека. Сейчас точно не помню. Соответственно, никто деньги никому не давал, пленного освободили. Раньше это было на каждом углу. Не зря в гостинице, видите, двери бронированные. Выход, вход, проверка, как будто ты заходишь на какой-то режимный объект.
Следующий пункт. Когда первый раз приходили талибы, фотографии, лица людей, все это пряталось, манекены. Сейчас нормальное явление, можно увидеть где-то лицо, где-то стоят манекены в магазинах с париком, с глазами накрашенными, где-то на манекене на голове висит просто пакет, ну, закрыли. Где-то на книгах есть лица, где-то просто залепили. То есть вот так вот. Прям к этому сильно никто не цепляется. Пункт, касающийся женщин. Имеет право ходить в магазин, по делам, в компании детей, сестры, мужа. Женщина не имеет права выходить дальше, чем на 45 миль, то есть 72 километра, одна без сопровождения мужского. Соответственно, платок обязательно быть покрытым. Еще один пункт тоже очень сильно бросается в глаза. Когда идешь по рынку вещевому, мужики продают, например, женские вещи. Даже нижнее белье продают мужики. Белье тоже покупают мужики своим женам. Это нормальное явление. Но опять же, этот пункт тоже хотят убрать. Как это разрешаться, будет непонятно. Но такая мысль есть. Телевидение. Запрещены сцены в сериалах, где там мужчина, женщина близко стоит, и женщина, если не покрытая. Девушкам разрешают работать на телевидении, там новости, какие-то передачи, обязательно должна быть 100% покрыта. Потому что я летел на самолете, стюардессы работали, и это нормальное явление. Если вы любитель музыки, танцпола, клубов, вы знаете, здесь этого нет. Музыка запрещена. Разрешено только нот. Это музыка без... Это слова, пение без всевозможных инструментов. Это даже не музыка, а пение. Пение. И слова будут посвящены Богу, религии. Исламу. Исламу. Вот, как-то вот так вот. То есть это не будут какие-то «я в тебя влюбился», «ты меня бросила». То есть все, что связано с Богом, с исламом. Особый пункт – это наркота. Естественно, она никуда не делась, она есть, может быть, ее стало меньше. Но как в прошлые годы, такое, что ты идешь возле центрального рынка под мостом, ударщики тысячами сидят, такого сейчас ты не найдешь. Их ребята, люди Т приезжают, забирают, везут в клиники. Кто-то первый, кто-то второй раз, ну, в общем, находят, как решить этот вопрос. Естественно, малая часть только из них вылечится, малый процент, но этот момент есть, потому что мы сами пытались увидеть все это дело, это нереально. И сами дилеры ударщиков, они просто тупо даже пропали. То есть сейчас очень сложно все это добывается. Все есть, но это очень сложно добывается. Еще один пункт. Также люди Т ездят по улицам, бездомных собирают, кого поймали. То есть если у этой семьи действительно есть нужда, их ставят на какой-то учет и помогают, как могут. Этот пункт, он сделал улицы Кабула более чистыми, вот так скажем. То есть раньше здесь попрошаек было очень много. Сейчас в разы они уменьшились. Во время первого прихода талибов все было реально жестче. Сейчас все иначе. Почему? Потому что нынешняя власть хочет легитимизироваться в мире, поэтому многие пункты просто, ну, даже спустя рукава так закрываются. На них не обращают внимания. То есть раньше нормальное явление было, если ты украл, и по закону шариата ты лишишься какой-то конечности с помощью специально обученного человека. Сейчас в последнее время таких случаев нет. То же самое было с супружеской изменой. Могли закидать, убить, закидать камнями, убить. Сейчас в последнее время таких случаев вообще нет. В последнее время в стране стало, наверное, больше порядка с приходом людей Т. Но все равно есть какие-то единичные случаи, поэтому это не значит, что здесь все вот так вот спокойно, все отлично.
страна последние 100 лет воюет, соответственно, характер у людей уже, образ жизни своеобразный. Поэтому надо все равно даже здесь быть бдительным. Не стоит по ночам ходить одному. Это должен быть какой-то местный гид. Это не должен быть местный человек, который чистит обувь, у которого нет голоса, права голоса такого сильного, естественно. Так все нормально. Да, с днем выходишь из отеля, все хорошо, все отлично, радуешься жизни. С наступлением вечера, тьмы, ну, честно скажу, есть такое, как вам объяснить-то, сила тьмы поддавливает все равно на тебя. В общем, не нужно расслабляться здесь пока еще. Не стоит этого делать. Это все равно опасность есть. Маленькая, большая она есть. Поэтому, если вы смотрите мои ролики, я просто сам по себе, по натуре такой человек, хихи-ха-ха. Может быть, что-то в смешной форме подаю, не как другие. На это не обращайте внимания. Это, может быть, это такой истерический смех, сами себе поднимаем настроение. Жизнь она одна. Потом счастья вам. Поэтому мы сидим в темноте, в закрытой комнате, где никого нет. По звонку мы сюда заходим, никто нас не видит, никто нас не слышит. Ну а так все хорошо в жизни. По скрипту небольшой. Так как страна последние десятилетия живет в войнах, люди здесь настолько привыкшие к адреналину, им, например, будет скучно приехать к нам в Россию, где никто тебя там не трогает, где ты идешь спокойно. То есть им этого драйва не будет хватать. Они привыкли вот в таких суровых условиях. Им этого реально не хватает. Соответственно, если брать столицу и какие-нибудь провинции, это небо и земля. Там люди еще, даже некоторые, может быть, и читать не умеют. Там как темный лес. Там подход к любой ситуации будет немножко другой. Я же правильно говорю? Все правильно. Может, откомментировать тоже. Нет, ну мы с тобой на эту тему разговаривали, я же сказал, да, я сам посещал Пакистан, был там около 30 дней, и вот этого, как ты сказал, адреналина, драйва вообще не хватало, то есть спокойная жизнь, я сел в такси, поехал куда-то, посидел, покушал, приехал назад, лег спать, то есть, а тут всегда, знаешь, такое, где-то что-то может произойти, где-то что-то могут взорвать. И вот это чувство, когда тебя покидает, ты думаешь, блин, как же скучно я живу. Ну, конечно, здесь постоянно посты, постоянные проверки. Люди с автоматами, с пулеметами. Ты их в день по 1000 раз видишь. Это спешл-форсы военные, это ребята в зеленые, сами люди Т. То есть заходишь в кафе, 10 человек сидит с автоматами. Это напрягает. Это напрягает вот первые 2-3 дня. Потом уже через неделю, 10 дней, зашел он с автоматом, значит так и должно быть. Но когда ты эту обстановку сменишь на другую, пойдешь в другую страну, тебе этого уже не хватает. Мне этого хватает нормально. Поэтому вот так вот серьезные здесь люди. Мы это попытались описать. Да. Как оно и еще, друзья, афганцы всегда, вот, все дела закончены, и ты уже вот выходишь, уже ботинки одел, тебе всегда в конце предложат: чай будешь? То есть вот такая тонкая грань, когда ты не вернешься и не будешь чай. Хотя, что я сделал позавчера? Ты согласился? Я говорю, да, мы на блокпосте стоим на заезд в Кабул. Они нас остановили, и они уже нас отпускают и говорят: ну все, давайте, мы вас там зарегистрировали, чай будете? И я такой же головой мотыляю: нет. Один из говорит: да, будем. Я ради контента. Я думал, сейчас мы куда-то сядем, поболтаем. Это да. Же люди Т, интересно же. Да. Отделались простыми энергетиками. Здесь очень сильно любят энергетики. Их пьют все, они продаются на каждом углу. И люди Т не исключение. Поглощают их литрами в день. Я услышал их разговор. Он спрашивал у ребят: ребят, чай есть? Ребят, чай есть? Они такие: нет. Он говорит: на, возьми деньги, пойди принеси энергетики. То есть они смогли выкрутиться. Но это был просто жест доброй воли, что мы вот в следующий раз предлагать не будем. Я только ради контента хотел остановиться. Но не получилось, было на улице темно.
Но получилась хорошая фотография. Здесь, получается, я уже нахожусь 6-й. месяц, и уже практически привыкать начинаешь. Когда я перебирал материал весь про Афганистан, естественно, много натыкаешься на всякие новостные каналы BBC, Life и Fox, и там их CNN, и тысячи этих роликов. Все ожидали, что с приходом людей Т, граждане, которые работали на бывшее правительство, будут находиться под сильными репрессиями. Вот живой пример Каус. Да. Поправь меня. Ну, Это не так. это не так, ну как, потому что я и в 2018 году, я помню, ездил, в 2019 году в Министерство экономики, там нам надо было по нашим делам, где я работал. Я сохранял номера людей, с ними знакомился. И вот в 2024 году я тоже по работе надо было заехать в Министерство экономики. И я узнал людей там, которые работали там 5-6 лет назад, но они просто отпустили бороду, как бы, да, подогнули себя под эту систему, и все, и они все работают, то есть, начиная от какого-то там администратора, заканчивая дедушкой, который там на проверке забирает карточки, то есть, я их всех узнал, с всеми поздоровался, закончил свои дела, ушел, все. Умер царь, да здравствует новый царь. Принцип такой. Люди прогибаются под любые ситуации. Еще не нужно, друзья, забывать, что это исламское государство. Это страна, в которой... Это не светское государство, правильно я говорю? Да. Это во главе сначала идет религия, потом религия, закон. потом закон. Религия. И основной принцип талибов – это соблюдение законов шариата. Ну а теперь пока.